Сегодня мы говорим об уйгурской культуре. Это как огромное, богатое полотно, сотканное из множества самых разных нитей. Давайте посмотрим, как же оно создавалось веками. Вот просто задумайтесь на секунду, как вообще рождается культура, которая существует больше тысячи лет? Что это за нити, из которых сплетается такой уникальный узор? Так вот, в случае с уйгурами ответ кроется в совершенно уникальном синтезе. Представьте, тут и древние тюркские корни, и наследие буддизма, и даже манихейство. И все это, конечно же, переплетается с исламскими традициями. Ну что, давайте попробуем распутать каждую из этих нитей, чтобы увидеть всю картину целиком. Итак, первый раздел. Начнем с самого главного, с основы основ, с культурного синтеза. Это, можно сказать, ключ, который открывает дверь к пониманию всей уйгурской цивилизации. Вот эта цитата, она, по сути, наш компас в этом разборе. Она очень точно подчеркивает, что уйгурская культура — это не какой-то застывший монолит. Нет, это живой, дышащий организм, который впитал в себя столько всего разного. И вот эта идея синтеза, она и поведет нас дальше. Ну что ж, давайте потянем за первую нить. И это, конечно же, язык. Итак, раздел второй — язык, который буквально соткан из разных слоев. Так что же такое современный уйгурский? Ну, если говорить по-научному, это тюркский язык карлукской ветви. Его самый близкий живой родственник — узбекский. Но, знаете, это лишь верхушка айсберга. Только посмотрите на этот путь. Все началось еще с диалектов государства караханидов. Потом, веками, язык впитывал в себя чагатайский. Это был, по сути, главный литературный язык всей Центральной Азии. И вот так, шаг за шагом, он и превратился в тот уйгурский, который мы знаем сегодня. И вот тут есть один очень важный момент. Именно через чагатайский в уйгурский язык пришел просто огромный пласт персидских слов. Это же идеальная иллюстрация того, как культурный обмен оставляет свой след прямо в языке. Хорошо, с языком разобрались. А как его записывали? Переходим к следующей части. Раздел 3. Целая история в разных письменностях. Вы только посмотрите на это разнообразие. Это же просто невероятно. История уйгурской письменности — это, по сути, и есть история самого народа. Сначала древнетюркские руны, потом уникальное вертикальное письмо, затем на века приходит арабская вязь. А в 20 веке, бац, появляется кириллица, и даже был короткий эксперимент с латиницей. Каждая смена алфавита — это же отпечаток целой эпохи. И что мы имеем сегодня? А сегодня по факту используются две основные системы письма. В Синьцзяне официальная — это модифицированная арабская графика, ее называют UA, а вот уйгуры, живущие в Казахстане и Кыргызстане, в основном используют кириллицу или UK. Вот такое разделение. Итак, мы поговорили про язык и письмо. Теперь давайте коснемся другой, не менее важной нити нашего полотна — духовной. Раздел 4. Путь веры. Мало кто знает, но до прихода ислама духовный мир предков уйгуров был невероятно пестрым. Только представьте, тут было манихейство, это такая синкретическая религия, смешавшая зороастризм с христианством. Был буддизм, который процветал в царстве Кочо. Ну и, конечно, никуда не девались древние народные верования — шаманизм, тенгрианство. И вот что важно понимать. Приход ислама не был каким-то одномоментным событием. Нет, это был долгий процесс, который растянулся на столетия. Все началось с сокращения правителя в X веке, потом пошла массовая волна. Завоевание буддийского Хутана стало, пожалуй, поворотным моментом. И уже к XVII веку суннитский ислам окончательно стал доминирующей религией. Ну а сегодня подавляющее большинство уйгуров — это мусульмане-сунниты. И религия для них — это абсолютно центральная часть и культуры, и самосознания. И вот теперь, когда мы видим все эти нити — язык, письменность, веру, мы подходим к самому интересному. Как все это богатое наследие воплотилось в конкретных культурных сокровищах, тех, что признаны во всем мире. Итак, финальный, 5 раздел — «Наследие для мира». Начнем с жемчужины, 12 мукамов. Это, надо понимать, не просто какая-то музыка. Это целый монументальный канон уйгурской классики, ее абсолютная вершина. Каждый мукам — это сложнейшая, многочасовая сюита, где есть и песни, и сказания, и танцевальная музыка. Все вместе.
И вот вам просто один факт, чтобы осознать масштаб. Чтобы исполнить полный цикл всех 12 мукамов, нужно примерно 24 часа. Представляете? Целые сутки непрерывной музыки, которая погружает в самую суть культуры. Конечно, такое величие не могло остаться незамеченным. В 2005 году ЮНЕСКО внесла уйгурский мукам в свой самый престижный список шедевров устного и нематериального наследия человечества. Это, по сути, мировое признание. Но мукамы — это еще не все, и есть и другое, совершенно уникальное явление — мишрепт. Это не просто праздник или фестиваль, это скорее традиционное собрание общины, которое одновременно и искусство, и, социальный институт. Представьте, здесь и музыка, и танцы, и поэзия, и тут же решаются какие-то споры, а старшие передают молодежи ценности. И вот тут история становится тревожнее. В 2010 году та же ЮНЕСКО включает мишреп в другой список — список наследия, которое нуждается в срочной охране. Это был очень серьезный сигнал. Сигнал о том, что эта живая, важнейшая традиция оказалась под угрозой. И это подводит нас к последнему, самому острому вопросу. А что с ним сегодня? Каков его статус сейчас? И вот тут мы видим просто поразительный, горький парадокс. С одной стороны, мишреп — это культурное сокровище, которое защищено международным правом, а с другой, эта традиция стоит на грани исчезновения из-за жесточайших ограничений на ее практику. И это, конечно, заставляет очень серьезно задуматься о том, насколько хрупким может быть тысячелетнее наследие в нашем современном мире.